Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу вам, как вязать вот такой вот потрясающий, смотрите, рельефный, объемный и в то же время просто какой-то воздушный узор спицами. Это было лицо, это изнаночная сторона. Узор на самом деле очень простой, очень оригинальный и какой-то прям вот легкий. Представьте только какой-нибудь свитер оверсайз с этим узором, да, здесь набрать резинку и фабричный край, да, и потом перейти вот на такой узор, что-нибудь такое огромное, воздушное связать, нежное, струящееся. Мне понравилось, как он смотрится на акриловой пряже и на шерсти. Я вязала из хлопка, на хлопке, честно скажу, потерялся, мне не понравилось, поэтому пояснять тоже буду на акриле. И вот учитывайте такой момент, что разные пряжи, естественно, смотрятся по-разному. Ну, давайте начинать. Для узора набираю четное число петель. Десять петель набрала, этого будет достаточно для пояснения. Установочный ряд, изнаночная сторона. Первую петлю снимаю, это кромочная, не провязанная, ее снимаю. И дальше вяжу 1 лицевая, следующую петлю снимаю с накидом, не провязанной. Опять 1 лицевая, снимаю с накидом, не провязанной. 1 лицевая, снимаю, не провязанной. 1 лицевая и снова снимаю. Кромочную я всегда вяжу лицевой. Установочный ряд готов, перехожу к самому узору. Итак, первый ряд узора, лицевая сторона. Кромочную опять снимаю, не провязано, и дальше идет петля, снятая с накидом в предыдущем ряду. Из этой петли и накида нужно сейчас будет вывязать 3 петли. Как я это делаю? Завожу спицу сначала в накид, делаю лицевую, 1 лицевая, затем в накид и петлю 2 лицевая, и здесь сбрасываю с левой спицы только петлю, половинку накида еще оставляю. 3 лицевая. Вот получилось, что я вывязала из петли и накида 3 лицевых. Дальше просто лицевая. И так чередую. Вывязываю 3 лицевых, лицевая. Снова смотрите, как я вывязываю. Сначала одну половинку накида провязываю, затем накид и петлю вместе, а затем только вторую половинку накида. Да? Можно вот так делать. Просто лицевая. Здесь смотрите, как будет быстрее по вашей технике. Лицевая, лицевая и лицевая. И опять просто лицевая. И теперь 3 лицевых из лицевой накида. 1, 2 и 3. И заканчивается этот ряд. Лицевая и кромочная. Ее я вяжу тоже лицевой. Второй ряд узора, изнаночная сторона. Кромочную снимаю, не провязано, и дальше работаю следующим образом. У меня идет одиночная петля в предыдущем провязанном ряду. Ее снимаю как изнаночную с накидом, не провязанную. Нить на правой спице. Вот она, да, рабочая нитка идет на правой спице, и получается накид. А дальше вот идут 3 лицевых, которые я вывязала в предыдущем ряду из петли и накида. И их нужно связать 3 вместе. Но их вяжу вместе перекидом, так, чтобы центральная из этих петель стала дальше всего от меня. Итак, смотрите, как это делается. Первую петлю снимаю как лицевую на правую спицу. Дальше завожу спицу правую в 2 петли и провязываю их вместе. Левой спицей подхватываю снятую петлю и накидываю ее на провязанную. Вот таким образом у меня получается 3 лицевых вместе. Работаю так, чередую до конца ряда. Петлю снимаю с накидом как изнаночную, 3 лицевых вместе перекидом. Вот он, этот самый перекид. Таким образом, центральная из этих 3 петель, вот она становится самой дальней, а там на лицевой стороне она будет самой ближней.
опять снимаю, 3 вместе, снимаю и 3 вместе. Очень простой и очень интересный узор. Так, кромочную провязываю лицевой. Третий ряд, лицевая сторона. Первую петлю снимаю, не провязано, это кромочная. И дальше опять работаю как в первом ряду, только в шахматном порядке. 1 лицевая, и из петли и накида вывязываю 3 лицевых. Лицевая, лицевая и лицевая. Опять 1 лицевая, 3 лицевых. Лицевая, лицевая, лицевая и 1 лицевая. 3 лицевых, 1 лицевая и 3 лицевых. Кромочную вяжу лицевой. И дальше 4-й ряд раппорта, а он же последний, изнаночная сторона. Итак, кромочную опять снимаю, не провязанный, и снова повторяю 2-й ряд, но только в шахматном порядке. Начну поэтому с 3 петель вместе, перекид. Первую снимаю, 2 вместе и накидываю первую на провязанную. Следующую петлю снимаю с накидом. Опять снимаю, 2 вместе и накидываю, да? Снимаю и вместе. Снимаю и вместе. Снимаю и кромочную вяжу лицевой. Вот такой получается 4-й ряд. Переворачиваю изделие и возвращаюсь к первому ряду и повторяю с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Да? Единственное, что здесь я хочу показать, как выйти из этого узора. То есть вот, допустим, раппорт я провязала, останавливаюсь на лицевой стороне, вот на этой, и дальше хочу перейти на какой-то другой узор. Здесь следующий ряд просто свяжите все лицевые. Вот это будет завершающий ряд. В этом узоре есть как установочный ряд, так и завершающий ряд. И дальше уже можно перейти, допустим, на лицевую гладь. Давайте еще раз покажу большой образец. Вот смотрите, как получается. Те же самые нитки, те же самые спицы. Вот такая вот красота. Легкая, воздушная, ажурная. Можно и шапку связать, и шарф, и даже снуд по кругу. Все очень даже хорошо получится. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик. Пока-пока.